Добрый день, друзья! Закончились праздники, и вы получили в подарок великолепный цветок, который называется орхидея. Но у вас это первый цветок. Вы, конечно, рады, но совершенно не знаете, что с ним делать. Куда поставить, как поливать, пересаживать, обрабатывать от вредителей. Но, в общем-то, вопросов всегда очень много. И для новичков это большая проблема. Что же делать с этой орхидеей? У меня все видео об первоначальном уходе за орхидеями собраны в плейлист. Ссылку на плейлист оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. Первые 4 видео посмотрите, и вам станет все понятно. А сейчас коротко о главном. Вот ваша, предположим, первая орхидея. Где ее разместить? Что этому цветку нужно? Потому что мы знаем, что есть цветы более тенелюбимые, есть цветы, любящие свет, даже яркое солнце, как суккуленты и кактусы. Но вот орхидея – это тропическое растение, это эпифит. Ей очень нужен свет, но освещение должно быть яркое, но не прямые солнечные лучи. Если ее поставить на подоконник, и будет очень много солнечного света, но не прямых солнечных лучей, ей будет очень комфортно. А вот солнечные лучи, если будут попадать на листья, будут оставлять ожоги. Даже есть такие примеры видео, когда в позапрошлом году, в феврале, у меня на юго-восточном окне подгорел лист орхидеи. И из Петербурга мне прислали орхидею, уж казалось бы, совсем не солнечный город, но тоже сгорели от прямых солнечных лучей. Поэтому или притеняем орхидею от прямых солнечных лучей, или вот у меня стоят за москитной сеткой, там получается яркий рассеянный свет. Отличное место. Дальше. Орхидея цветущая. А грунт какой-то непонятный, мокрый, пахнет не так. Не знаем, как поливать, вот в растерянности. И стоит ли ее сразу пересадить в какой-нибудь отличный, великолепный грунт, например, в новую чистую кору? Нет, никогда не торопитесь с пересадками. Во-первых, пусть ваша орхидея порадует вас цветением. Во-вторых, до того, как она попала в ваши добрые руки, она ехала долго из теплицы к темной машине. Она испытала очень большой стресс. И как любое растение, она должна адаптироваться. Адаптироваться, привыкнуть к новому месту жительства, потому что в природе она никогда не гуляет, не выбирает, не ищет себе места. Она всегда прикрепляется, например, к дереву и растет только на одном и том же месте. Поэтому вот эти переезды для нее огромный стресс. Она может сбросить бутончики, она может как-то показать вам, что ей еще некомфортно, но со временем, с правильным поливом она адаптируется и начнет растить корни, но обязательно зацветет, если все правильно будете делать. Дальше. Если вы принесли орхидею домой, или вам ее подарили, и горшок, и весь грунт в горшке очень влажный, то не волнуйтесь. Если орхидея будет стоять или под искусственным освещением, или на подоконнике, где ей достаточно света, она очень быстро заберет корнями сначала влагу из грунта, а потом листья заберут влагу из корней. Но есть один нюанс. Если ваша орхидея стоит на подоконнике, все отлично. Ей хватает там света, тем более, что сейчас световой день увеличивается, весна, скоро будет лето, ей будет этого света достаточно. Но если вы орхидею ставите хотя бы на метр от окна,
имейте в виду, что света ей будет недостаточно. И еще оставлю один плейлист. Посмотрите, там буквально первое видео, в котором я рассказываю, как померить, хватает ли вашей орхидеи освещенности или нет. Это для орхидеи очень важный аспект жизни – свет. Но теперь следующее. А когда же нам полить орхидею? Просох горшок, просох грунт. Как, когда и сколько и чем? Конечно, желательно фильтрованной водой. Нет фильтрованной воды, кипяченой водой. Отстоянная вода все-таки не так подходит для орхидей, как кипяченая. Потому что испаряется из воды только хлор, а весь кальций, он остается. Хорошо, если он выпал в осадок. Но бывает такое, что начинаешь поливать орхидеи, и вот этот кальций остается на корнях орхидеи и закупоривает веламен. Тогда орхидеи очень плохо. Вот эти корни поливать не нужно. Они еще зеленого цвета. И грунт немного влажный. Специально показываю вам орхидею, у которой корни готовы к поливу. Сравнивайте. Корни должны стать серебристого цвета. Эта орхидея у меня живет давно, поэтому есть растущие корни. Начали расти корни от шеи. И если вам вдруг срочно, по каким-то причинам, вот отличная орхидея, но хочется ее пересадить, не делайте этого. Дайте орхидее покой. Пусть цветет, пусть радует, пусть начинает расти. Когда орхидея отцветает, она переходит в вегетативный период, то есть в период роста. Вот я только что показала орхидею, у нее растут листья и корни. И как раз такая орхидея готова к пересадке. Потому что любая пересадка для орхидеи опять стресс. Но когда она в растущем состоянии, этот стресс она перенесет с меньшими потерями. А вот такая орхидея, только-только принесенная, разобранная. Вот разобрали орхидею, смотрите дальше, не знаете, что с ней делать. То ли ее чем-то обработать, то ли посадить назад. Нет, не трогайте. Это лучше для орхидеи. А вот когда начнет расти, тогда с удовольствием ее пересадите. И еще немаловажный фактор. Мы покупаем эти орхидеи, конечно, чаще всего в сетевых магазинах. А росла она в теплице. Могут быть в магазине, в теплице какие-то вредители. Да, конечно, могут. Да любое растение из теплицы может быть с вредителями. Вопрос с какими? Есть вредители, которых можно визуально определить. Это щитовки и мучнистые червецы. Щитовки – это на листьях и с верхней стороны листа, и с обратной стороны листа. Это такие маленькие коричневые, как бугорки. Это щитовки. Мучнистые червецы, но это белая такая, ну, я не знаю, не муха, а давайте поставим фотографии этих вредителей, которых можно заметить невооруженным глазом. Да и о вредителях у меня есть плейлист. А вот такие вредители, как клещ или же трипс, они умеют хорошо прятаться. Но клещ настолько мелкий, что его можно просто не заметить. Если еще по каким-то признакам можно определить, есть трипс или нет, потому что обязательно будут покусы листа в точке роста. Я сейчас не говорю о вот таких механических повреждениях. Покусы, они совсем другие. И нужно ли обрабатывать орхидею, если вы что-то такое заметили?
Но могу сразу сказать, что от разных вредителей, конечно, разные препараты. Вот такого препарата, который бы уничтожал сразу всех вредителей на орхидеи, такого препарата просто нет. И опять же, если есть вредитель, то нужна неоднократная обработка орхидеи, а хотя бы 2-3 для того, чтобы полностью избавиться от вредителей. Поэтому я всегда применяю зеленое мыло, дегтярное мыло, табачное мыло, любое калийное мыло для цветов. Я беру ватный диск и протираю листья. Но только мыло обязательно нужно разбавить водой. На 100 мл воды пол чайной ложки такого мыла. И смотрите, на мыле написано: это защита от вредителей и заболеваний. Я всегда делаю такую первоначальную обработку, протираю листья. Но если вы боитесь этих вредителей, любых вредителей, которые могут быть на орхидее, могу посоветовать вот такой препарат. К сожалению, в магазинах он не продается. Можно приобрести только на Озоне или в Вайлдберрисе. Этот препарат системный, но со всеми абсолютно вредителями он тоже не борется. Вот такие нехитрые манипуляции с орхидеей дадут вам возможность, во-первых, полюбоваться долгим цветением орхидеи, а во-вторых, дать ей покой, и орхидея вас обязательно порадует ростом листьев, ростом корней. И тогда у вас не будет никаких реанимационных мероприятий с этой орхидеей. Да, бывает, что мы покупаем с вами изначально больную орхидею, но это совсем другой случай. А если орхидея здорова, то не надо ее сразу пересаживать, обрабатывать каким-то несметным количеством химикатов. Дайте ей покой. Для нее это очень важно. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.